Доброй ночи, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики и гости канала. Находимся мы в Мостовском районе Краснодарского края на старте моего 11-дневного похода. 3 часа ночи. Первый раз я выхожу в 3 ночи, ночью. Так получилось, потом расскажу более подробно. Пришел поезд в час, 2 часа заняла заброска, и вот сейчас мы находимся на мосту, докуда меня смог довести человек. И теперь я решил стартануть. Хорошо сухо, дорога пока более-менее можно идти. У меня фонарь есть, и я буду стартовать с фонарем. Давайте так сделаем. Я сейчас пойду и потихоньку, не знаю, буду ли по пути что-то рассказывать, пока темно, да, надо под ноги смотреть, быть внимательным. Как только будет рассвет и немножко начнет светать, и станет более-менее видно вокруг, я включусь и расскажу о маршруте, о походе, обо всех обстоятельствах, почему я один, кстати, об этом расскажу. Также передам приветы, ну и вообще вся информация будет чуть-чуть позже, точнее раньше, да, теперь можно сказать так, потому что, еще раз рассказываю, 3 часа ночи. Да, и кстати, это река Хоть, по левому берегу которой я буду двигаться довольно-таки продолжительное время сегодня, да и собственно и завтра. Вот, на этой реке я буду делать первую ночевку. Блин, очково идти в такой темноте, честно говоря. Ну, слава богу, дорога, да, какая-никакая. Да, вообще хорошая есть. Но все равно очково. Диких зверей, между прочим, никто не отменял. Покажу вам немного навигатор. Значит, старт у меня произошел в поселке Узловой. Вот река Хоть. Я ее перешел, да. И идем, собственно, на юг. Потом должны повернуть на запад, налево, если смотреть отсюда. Дорога хорошая, но луна, смотрите. Много звуков, я пока не привык, не могу отличать дружественные от недружественных. Как бы акклиматизация у меня еще не прошла, не закончилась, вообще не начиналась еще акклиматизация. Звуки, они разные, надо к ним привыкнуть. Первое встреченное мной животное. Земноводное. Царевна лягушка сегодня меня встречает в начале моего похода. Дай бог, все встречные животные будут не больше размером. Хотелось бы так. Мы уже не ждем, что проснется бриз. Штиль! Блин, ребята, я пою, чтоб страшно не было. Короче, я идти ночью, пусть даже по дороге, в горной, предгорной местности, тишина какая-то вообще зловещая вокруг. Даже ветер не дует. В общем, и даже лягушек нет на дороге больше. Короче, очково. Вот видите, кто-то уже... Вот надо было петь песни. Вот точно. Вот в этом случае. Видите, что происходит? Капец. Что-то хрустит. Там хрустит деревья. Эй! Тут ломает деревья. Это какая-то крупная зверюга. Это пи***ц страшно туда идти ночью. Еще водилу напугал про леопардов. Что с этого, с Всегайского заповедника леопарды ходят.
Эх, от гор. Кстати, горы стало видно, они вот на той стороне. Так, может быть, покажешь? Нет, ничего не уловит. Уже есть разница между границей деревьев. Добрым утром, страна! День первый нашего 11-дневного похода. Вот так вот, не ночевали, а с добрым утром, страна. И первый раз так начинаю поход с такими словами, именно в такой ситуации. Почему? Потому что ночью шли. Как видите, уже утро, у нас костер. И вообще, начинаю поход рассказывать нетрадиционно. Видео нетрадиционно начинается. В каком смысле? Обычно я... Так, что-то жарко. Обычно я рассказываю в начале, куда мы идем, где находимся, почему идем, какие цели, задачи поставлены и так далее. Я об этом еще ничего не говорил. Это будет чуть-чуть погодя, после завтрака. Обязательно это сделаем. На завтрак у нас сегодня... У нас первый костер. Первый костер в походе. Я прям хотел его сделать, увидел это место. Оно, кстати, обозначено как место под стоянку, только на той стороне. Мне все мерещатся тени, какие-то фигуры, животные, ну, в общем, не знаю кто. На завтрак у нас будет сэндвич с курицей, который я купил в Ростове на Дону. Вот сегодня, вчерашней даты производства. Я его так и не съел, потому что купил там потом другую еду, но... Сэндвич за 200 рублей сейчас пойдет очень даже хорошо. И чай. Чай черный с каким-то там фруктовым и с малинкой. Пока не забыл, хочу передать привет, кто мне этот чай дал. Замечательные девочки ехали в поезде со мной в купе. Аня и Яна, кстати, передам привет. Спасибо за чаек. Вот я пью его уже на реке Хоть. Девчонки учатся в медицинском в Москве и поехали домой. В село, поселок Белая Глина. Вот такое название, представляете? Дай бог вам, девчонки, что вы учитесь и будете замечательными врачами, будете лечить людей. Спасибо вам за компанию и чай. Сегодня завариваю на первый завтрак. Решил достать маленькую горелку. Я не буду вставать сейчас все там. У меня есть большой газ, есть котелок. Не хочу сейчас все это заморачиваться, чтобы было сверху. Вот маленький баллончик запасной. Я его использую для кипячения чая. Давайте так, позавтракаем и спокойно все соберу. И соберемся идти дальше. И расскажу, собственно, куда, зачем и почему. Проехали 2 УАЗика. В общем, смотрите, инфа такая. Первое, что это дорога на Бароновы Поляны. Ну, скажем так, укороченный путь на Тхачинский перевал по низу. Вот.
Я там ни разу не ходил, но я про эти поляны, конечно, знаю. Вот, так многие ходят. Это кому побыстрее. Дальше. Вторая новость. Дорога, по которой я иду, по левой стороне Ходзи, она, ну, еще будет какое-то время, там 2-3 километра, скоро кончится. Будет такая корявая тропа. Ну, собственно, на что я рассчитывал, что это должно быть так. Вот. Ну и третья шикарная новость. Я ломанул за эти 2 часа 10 километров. Вот что значит, вот что страх животворящий делает. 2 часа без перерыва, без привала. 10 километров. Вот. Ну, нормально, значит, еще есть порох в пороховницах. Значит, я поел вкусный сэндвич, я съел оба, сжег уже упаковку. Костер тут догорает, сейчас еще подзальем его, конечно же. Вот. Все, и двигаем. Погода обещает быть, ну, просто расшикарной. Хоть вода в Ходзи чистая, мы идем вдоль нее, воды у нас завались. Вот, идется мне легко, несмотря на то, что рюкзак, значит, я его взвешивал, сейчас скажу, на выходе 27 500, это с палками прикрепленными. Минус палки 27. Оф, что там я тут достал-то? Ничего я не доставал на самом деле. Сейчас еще воды нагружу. Ну, где-то будет 28, там, 28 с половиной. Ну, идется без проблем, то есть вообще в кайф. То есть не то, что в кайф. Без рюкзака было бы лучше, конечно же, но свободно несу, без всяких проблем. Вот, все, собираемся. Итак, дорогие мои друзья, я сделал небольшой привал после сытного завтрака и решил не томить вас, рассказать, дать общую информацию по походу. Итак, иду я соло, иду один по намеченному ранее маршруту, о котором я говорил в ПВД, когда мы ходили с ребятами в квалификационный поход, и где-то писал ВКонтакте, может быть, кто-то видел. Вот. Но не сложилось. Почему? Может быть, расскажу, может быть, нет. В общем, иду я соло. И о соло-походах и групповых, в моем отношении к тем и к другим, я расскажу тоже чуть позже. Есть мнение. Вышел я, не сдал билеты и решил поехать. Вот. Для любителей моих соло-походов радуйтесь, возрадуйтесь. Я иду. Буду показывать в своем стиле. Буду показывать много, буду рассказывать, буду болтать. Где-то, может быть, устану, не буду болтать. Буду показывать, что буду готовить. Непогода должна прийти 2 мая, накрыть просто сильнейшими дождями меня где-то там на середине пути. И это преодоление вы тоже будете видеть. Итак, что мне предстоит пройти? За 11 дней мы пройдем около 110 километров. Набор высоты что-то в районе 6000 туда и сюда. Это формально первая категория сложности пешего похода. С запасом мы пройдем примерно так. Ну, я ничего не оформлял, просто говорю, что формально это является первой пешкой. Дальше пройдем по территории Краснодарского края, по территории Республики Адыгея. Пройдем по местам, которыми я уже ходил. Пройдем по местам, по которым я не ходил. В частности, вот сейчас вот часть пути, по которой мы идем, от Узлового мимо Красной скалы, кстати, сейчас пройдем. Там обязательно пофоткаемся, интересная скала. По описаниям, где проходили чемпионаты по скалолазанию. То есть там, наверное, есть на что посмотреть. Кому-то будет тоже, я думаю, большинству из вас будет интересно, но мне точно будет интересно. И о чем-то начал говорить-то. Еще будет у нас 4 радиалки. Я посещу, скажем так, 4 локации или 5, около того, которые, скажем так, я не был точно. И 2 из них редко посещаемые, 2 из них совсем редко посещаемые людьми, туристами, тем более коммерческими группами. И одна из локаций вообще не посещаемая, это секретная локация. До нее мы дойдем день, это, наверное, 5-й, 6-й, 6-й, 7-й, наверное, даже вот так. Вот, кто будет оставаться на канале, кстати, подписывайтесь, ставьте колокольчик, не пропустите интересного. Секретная локация на известной тропе Большой Малый Тхач, Бамбаки-Агеге. Кому интересно, вот следите. Что дальше? У меня предстоит встреча с моим подписчиком, моим, скажем так, соратником по увлечению. Он тоже походник, живет в Краснодарском крае. Мы должны встретиться завтра вечером. Сегодня буду ночевать на Ходзе. Завтра вечером на Княжеской поляне мы встречаемся. У нас будет связь
запланирован по рации на определенной волне в определенное время. У нас выход в эфир. Мы с ним, ну как, тусанем, там сходим в интересное место, кстати, тоже радиально. И наверняка пройдем вместе, может быть, день-два максимум, ну, скорее всего, один переход сделаем. И дальше он пойдет, закольцует маршрут на выход, а я пойду дальше. Вот, много будет интересного. В общем, все преодоления, все приключения, которые только что начались, уже были. Шли ночью, это приключения, я считаю. Смотрите, оставайтесь на канале и смотрите этот фильм. Ну, просто стопудово будет интересно. Кто-то едет, заброска какая-то, это мимо нас, наверное. Ага. Начинается буковый лес. Исполинские деревья есть. Вот одно. Вот ствол, смотрите какой. Ух. 250 лет точно. Птицы поют, тепло вообще. Не жарко, прям тепло. Ветер, очень комфортно. Ребята, я счастлив, вы не представляете, это прям счастье. Я сейчас иду, это первый день, значит, первые эмоции, наверное. Не знаю. Я знаю, что у меня, когда эмоции прям первые, они до конца похода. И причем, чем дальше, они тем ярче. Вот поют печуги. Фу, какая красота. Ух, какая красота. Ух, не передать словами, знаете. Это нужно вдыхать. Тут нужно 6D кинотеатр, чтобы понять, почему я счастливый. Вперед. Встречаются лужи, но как бы вообще без проблем я их обхожу. Это ни о чем лужи. Вот. И здесь было бы намного хуже, и должно было быть намного хуже. Но вот Юлиан рассказал, кто не знает такой Юлиан и не услышал, это водитель, имя водителя, который меня вез сюда за Борисов. Так вот, неделю стоит жара. Вчера было, он сказал, 35 градусов в Мостовском. 35 градусов, блин. Такая температура в Астрахани в конце июля. В общем так, он говорит, жара стоит. И дождь был неделю назад. Последний дождь неделю назад, представляете? То есть в этом плане мне повезло в какой-то степени. Фу, пошло в горочку потихоньку. Набор высоты. Но в сегодняшний переход мы много не наберем. Но в целом мы наберем метров, я думаю, 600 сегодня. Вот, в целом за 2 дня. То есть я должен выйти на вторую ночевку на Княжескую поляну завтра вечером, да? Ну, максимально. Вот за эти 2 дня я должен набрать высоты, то есть 28 километров пройти и набрать высоты 1370 метров, если мне не изменяет память. Так что вот, набираем. Красота вообще. Классический, раннелетний, или как это называть, поздневесенний лес. Буки, ух. И дышится. Вот как бы передать озон, кислород и ароматы, которые вот несет этот лес. Мои легкие. Вот никак не передать, наверное. Дайте бук потрогаю. Я люблю трогать буки. Они гладкие такие. Я бы сказал, ну как бы их приятно трогать. В общем, не знаю. У меня фетиш по букам. Не знаю почему. Ой. Прям сила. Мне кажется, бук мое дерево. Точно. Силище вот этот бук. Вперед, ладно, надо еще набрать высоты, там потом траверсом пойдет. Еще метров 50 набираем и пойдем влево.
скалы у нас здесь. Первые на нашем пути скалы. Их будет много. Ух, я забрался высоко как оказывается. Тут пропасть прям. Там за деревьями красота, ребята. Высоко-то. Под нами стена. Ну, метров 50 точно. Кайф. Ребята, ходите в походы. Совет дня сегодняшнего. Смотрите, какой исполин. Если это один ствол, то это одно из самых толстых деревьев, которые когда-либо видел. Подойдем посмотрим. Это вообще отсюда уже вижу, что это просто колосс. Таких толстых деревьев не бывает. Это миф. И то, что за моей спиной вы видите сейчас, это неправда. Это фотошоп, монтаж. Десять обхватов. Обхват, чтобы вы знали, это, ну вот, когда я делаю вот так. Вот это длина. 10 обхватов это дерево. Крона с листьями настолько высоко, что я даже не вижу, какие листья там наверху. Непонятно. Давайте примем условно, что это дуб. В таком случае ему, ну я не знаю, 1000 лет, наверное. Как-то так должно быть. Кто-то убежал с лаем. Слышите? Это не собака. Звук слышите? Как лает, только такой обрывисто. И очень быстро перемещается. Меня услышали и убежал. Лай, слышите? Кто лает из диких животных? Вот так. Обрывисто как. Лай, рык что ли такой, слышите? Фига себе скорость у него. Судя по голосу, прям крупный кто-то был. Так. Мне вот на этой попы лает до сих пор там это животное. Которое как собака лает, но не собака. На меня обиделся, убежал. Фиг его знает. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Кто услышал этот лай или вообще знает, кто так лает. Напишите, мне очень интересно. Фу. В общем, 4 фактора основных, влияющих на мое состояние в первый день. Ну, конечно же, акклиматизация. Я за сутки сменил широту конкретно. Адаптация организма к физнагрузке подобный. Тоже фактор очень мощный. И жара. Градусник не достану, обязательно посмотрю, но жара, прям жара, реальная. Это хорошо, что я вышел в 3, а вот не сейчас в 8. Кстати, 5 часов я уже в дороге. 8:30, да. Полчаса мы с вами завтракали. 5 часов я чисто иду с привалом. Еще фактор есть. Самый мощный в моем случае. Я этой ночью не спал, и я вот на предыдущий, ну, как бы поезд пришел в час, да, и до этого спал, и то плохо. Там народ бегал по поезду, собаки лаяли, дети визжали, и все вот так вот было.
Я на предыдущем стоянке, этой самой, на предыдущем привале, вот так что-то привалился где к этому дубу. Оп, у меня такой срубает, глаза закрываются. Я думаю, хорошо эти проехали мотоциклисты. Это самое, на квадрах. Разбудили, а так я заснул бы и сидел бы спал. Ну, вот так. А в целом, ребята, кайфота. Ай. Вот опять дорожка, смотрю, вниз пошла здесь. Сейчас покажу. Или не покажу. Не покажу. Ну, дорожкой. Вот. Когда вижу дорожку вниз, у меня прям радость приумножается во мне. Надо подольше отдохнуть, минут 15 хотя бы, а то это самое. Восстановиться. У меня, в общем, пульс нормальный. Мой нормальный пульс 50, 48-50. И я вот начинаю мерить сперва на втором отдыхе померил. Стольник, это уже в 2 раза превышение, для меня недопустимо. Так вот, надо отдыхать, восстанавливаться. А то где-нибудь загнусь по дороге. Нам нужно дойти, куда я хочу, куда я запланирую. Первый вид куда-то вдаль, поверх деревьев. Все в дымке, видите? Кстати, несмотря на абсолютно безоблачную погоду и отсутствие дождей, то есть это не туман, этой дымки есть объяснение. По крайней мере, официальная версия. Опять же, мне об этом поведал местный Юлиан. Хочется его Юлию назвать. Извините, что... Так, расскажу. Там версия интересная очень. Я прям был в шоке сам. Сейчас куда-нибудь дойдем, я расскажу про эту дымку. Да. Видите? Как бы казалось, да, нет облачности, не было дождей, нет испарений. Это другое. Вперед. Прохожу поля свежайшего зеленого папоротника. Прям поле свежего зеленого папоротника. Вот так. Так, если бы из него салат можно было бы делать, вот, пожалуйста. Намного салатов. Красотища. Фу, и крапива уже, смотрите. Так, мне туда. Хорошо, дорога идет по верхам. Как бы немножко прыгаем вверх-вниз. Перепады там от 10 до 30 метров вверх-вниз. Но в целом тропа идет прям по верху, как так можно назвать, по хребту, да, холминому, так скажем. И вот что хочу показать. Костер. И видите, он еще дымит, он горячий. Здесь люди ели, в общем. Вот здесь редиска осталась, лук, хлеб какой-то, в общем. Лук заберу. А вот, что еще сказать-то? Еще и кропчик тут был. Бросили непотушенный костер, мне даже нечем потушить, ни воды, ничего нет. Хотя бы закидали бы песком от дороги. Вот, это настолько в засуху, настолько это опасно. Не знаю, значит, надо полить естественным каким-то путем. У меня там чуть-чуть накопилось, сейчас полью. Вот, воды у меня самого нет, но это вот так. Кто это делает, такое безобразие, ребят, ну это скотство. Потому что рядом, видите, листья. Вон там листья, и все, и пошло, и понеслась. И лес загорелся. А вы пожрали на дороге, да? Ну это вообще здорово. Вот. Ну сейчас что-нибудь попробую сделать. Хотя бы отгрести и пописать на это. Вот, но они побросали, вот кроме лука, свежего причем, абсолютно. Вот, редиска есть, я подобрал. И чеснок, свежий урожай. Чеснок хотел купить и забыл. Заберу с собой, сегодня будет у меня такой салат. Вот. Ну, вот такие дела. А костер пойду я сейчас как-то делаю, это что-то с ним делать, потому что я так оставить не могу.
В общем, я злой. Не понимаю, почему я должен бегать. Ребята, я еще, знаете, походу это самое. Селфи-палку свою там где-то потерял, посеял. Она у меня была вот здесь. Я думаю, надо переложить в рюкзак. И не переложил в рюкзак. На какой-то из стоянок она выпала, и я не заметил как. Вот. Сейчас прикрутил на трек-палку. Почему я должен не идти по своим делам, а бегать с лопухом и черпать в луже воду, блин, заливать 10 раз бегать, заливать этот самый костер чужой. Вот это что за херня-то? Это даже, блин, а я тут про банки говорю, про какие-то бутылки брошены. Костер оставить, такой кострищ огромный просто. Что они там жарили? Редиску, что ли, с чесноком? Это как можно? На краю, где листья сухие, сейчас подует ветер. Ну, уже не подует. Я, потому что здесь был. Вот прям ветер, и все. Вот усилился ветер. Кранты. Засуха лютая. Это только если лес хотели спалить. Вот как это можно так оставить? Костер. Вы видели, да? Ой, извините. Блин, как я буду без... Еще и селфи-палку потерял. В общем, сплошные неприятности. Значит, придумать, кстати, как я себя буду снимать. Не буду себя снимать теперь, все. Не увидите вы меня. Будете видеть все, что впереди и вокруг. Меня не будете видеть. Нет селфи-палки, нет меня. Костер, да? Прям сразу зажгли бы его где-нибудь в стоге сена. Вот. И надеялись бы, что ничего не загорится. Просто дегенераты какие-то, блин. Так, ладно. Мне 1,5 километра. У меня тут дилемма. Я сейчас дойду и буду вам вопрос задавать интересный. Прямо интересный, с вариантами ответов. Не переключайтесь. Такого вопроса я еще не задавал. Река и брод. Буду снимать тапки. Ну, заодно ноги помою. На самом деле, не помешало бы. Тапки взял не зря. Чувствую. Хотя здесь можно и босиком на самом деле перейти. Можно и не перейти. В общем, переодеваемся. Когда нахожусь у реки, мне постоянно кажется, что на меня кто-то смотрит, наблюдает за мной. О, холодная-то какая, блин. Если кто-то считает, что чай на кроксы в таких походах лишняя вещь, он сильно ошибается. Я имею в виду в походах, где изобилуют броды неглубокие. Весит совсем ничего, переодеть быстро. Зато помогают сохранять обувь сухой. Тоже может быть важно. Блин, монопод жалко. Я примерно знаю, где я его потерял, но это идти капец сколько обратно. И, конечно же, не пойду. Не в цене дело, он 300 рублей стоил каких-то. Но я его купил 5 лет назад, таскал последние 5 лет во все свои походы. Основные. Он не сломался, он прочный, длинный и крепкий. Стоящая вещь за 300 рублей, понимаете? Конечно, буду искать что-то подобное, но... сомневаюсь. Жаль такую вещь. Вот. Блин, взбесил меня костер. Вот реально взбесил. Я буду без монопода говорить. Я буду больше говорить 2 раза теперь. Урочище Ходзенск. Вот это. Поляна.
конце ее, вон там, в том углу противоположном, там река течет справа, ну, которую мы сейчас переходили. И там обозначено место под стоянку. Идем в ту сторону сейчас, мы вот по дороге. Дорога опять вот такая вот хорошая. И мотоциклисты там что-то газуют, носятся, пылят. Вот. В общем, чудят. Жарко очень. Я боюсь вообще сгореть нахрен. Мне нельзя быть на солнце. Первое солнце у меня кавказское. Надо еще и какой-то крем там внутри достать. И ничего не взял с длинным рукавом. Только флиска. Вот это я тупанул вообще. Не ожидал, что будет так жарко, что такое солнце будет ядреное. Вот. Думал, будет холодно, снег. Ну, снег там еще будет, конечно, выше. Но вот здесь сейчас 30-ка, наверное. И шпарит солнце. Вот я сгорю нафиг, блин. Сейчас, если куда-нибудь не спрячусь. Читаем. Воинам 40-й ОМСБР, умершим здесь от ран в августе-сентябре 42-го года. Вечно живым. Вечная память, ребята. Так. Ситуация к вопросу, о котором я говорил, следующая. Это, значит, урочище Ходинск. Да, по-моему, так. Здесь коровы пасутся, лошади, по-моему, на самом выпасе. Пастуха нет. Вот, воняет везде навозом. Я думал, здесь обозначено как бы под палатку место, но я что-то посмотрел, не нашел. Но, в принципе, найти можно. Да, где-нибудь вон там вот встать, вот по речке пройти чуть-чуть, как бы, и бросить палатку на ночлег. Прошел я километра 22, наверное, вот так, потому что чертил линиями, и по ощущениям и по времени прохода где-то около того. Много прошел сегодня. Но суть не в этом, силы-то еще есть. И остается 8 километров. Вот нам потом в гору подниматься, я уж показывал, да. Пройти 5 километров так, примерно, до Фирсовой поляны. И от нее прямой, скажем так, подъем на Княжескую поляну, где у меня завтра встреча. Вот такой вариант. И вопрос в следующем. Что бы сделали вы? Вот меня еще срубает сон. Если как-то, знаете, усталость можно как-то побороть силой воли, да, и заставить себя идти, это, безусловно, можно, я могу. Но вот я только присаживаюсь на бревно, и у меня и я отключаюсь. У меня мозг отключается сразу. Вот это проблема. Сейчас надо, кстати, умыться очередной раз. Кто засыпал за рулем, меня поймет. И мне, в принципе, завтра вечером нужно быть на Княжеской поляне, там наверху. И если я здесь день-нибудь заночую, вполне я себе успеваю, вообще не напрягаясь, дойти 5 километров по прямой и 3 вверх по крутому подъему. Но вот в чем проблема. Время 11 часов. Всего лишь, понимаете? Я иду 8 часов с 3. Устал, да, и вот это вот сон. 11 часов, это что будет у меня? Дневка практически, да? Вот что бы вы сделали? Остались здесь на дневку, завтра 8 километров? Просто отдыхать, надо только место найти. Либо второй вариант. Поставить палатку и поспать часа 3. Ну, чтобы просто не выключиться на ходу. И потом пойти на Княжескую поляну. Вот я еще думаю-то, не ночевать вообще здесь. Теоретически я могу взобраться и сегодня вечером быть там. Просто точно могу быть. Вот если бы не сон. Ну и третий вариант. Дойти до Фирсовой поляны. 5 км. Ну там нет воды, можно набрать по дороге. Все бутылки. И там как бы Пашу подождать, он там тоже будет идти. 3 км сделать завтра спокойно. Вот как поступили бы вы? С одной стороны, дневать с 11 вот сейчас с утра, не знаю, чем я займусь, ну, высплюсь, дальше что? Собственно, ну, не знаю. Вот. А если я сейчас зайду на Княжескую поляну, поднимусь, там уже 2 ночевки, там красивое место, живописное. Кто следит за моими роликами, видел, знает, там можно и насладиться окружающим видом, здесь как-то вот не очень, лично мне. Ваш ответ, как поступили вы? Поспать и пойти наверх сегодня, вообще нафиг заночевать и завтра пройти весь этот путь. Либо пойти до Фирсовой поляны 5 км по прямой, да, и без подъема. Там, может быть, Пашу подождать и вместе с ним спокойно ломануть завтра наверх. Вот ваш ответ какой будет. Я сам еще не знаю и сам думаю, сделаю паузу и давайте ответим через какое-то время на этот вопрос. И я тоже, кстати. Надеюсь, вы поставили на паузу, подумали, ну, кого заинтересовал вопрос, и ответили на него со своей точки зрения.
Я тоже подумал, пока переходил реку, перебывался. В общем, делаю следующее. Спать, распаковываться и спать какое-то количество часов, потом идти, даже учитывая, что сейчас 11 часов утра, я считаю бредом трата времени на распаковку, запаковку. И все равно толком не дойду. Ну как сказать, может дойду, да дойду на самом деле, но я себя убью, я имею в виду наверх, на Княжескую. Но я убьюсь конкретно, то есть сколько тут, 33 километра где-то, с набором 1700 за один день, без сна. Не, ну я решил поспать, да. Все равно перебор для меня, может для кого-то и норм, но для меня много. Вот. Короче, я решил идти вдоль реки, пока тропа идет, дорога. Фу. Может, пройду какое-то еще время, сколько-то километров. Может, не все опять до Фирсовой. Там тоже какой-то домик обозначен. В общем, остановлюсь, наверное, чуть ближе к цели. Пройду, ну, где есть вода. Хочу, чтобы река была. Вот. Умыться, помыться, в общем, все остальное. Ну, в общем, решил идти, покуда идется. Пока не засну. Ну вот, я, значит, говорю по поводу сна. Я остановился. У меня есть крем от загара. Я полез. Нашел шоколадки. Кстати, я ел в 5 часов утра завтрак. А сейчас 11:30. То есть 6,5 часов не ел. По поводу сна. Кто-нибудь вот задумывался, какая у человека выносливость на отсутствие сна? Я проверял. Там, кстати, кони пасутся. Пастухов нет. Я проверял. В общем так, если ты высыпаешься каждую ночь, спишь нормально, а потом вдруг одну ночь вообще не поспал, то на следующий день, будешь клевать носом, ходить там где-то, все прижиматься, как бы пытаться заснуть. Будешь вялый. Но это еще не все. Если ты плохо спал перед этим, то есть там не 8 часов, там 5 часов, там с перерывами, как у меня было, и потом ночь не поспал, у меня тоже так было, то можно просто засыпать на ходу. И этот случай, вполне реален. Я в армии в карауле засыпал просто, идя вот так вот с автоматом, да, у меня глаза закрывались, и я проходил 20 метров во сне, абсолютно, и просыпался, когда в стенку, упирался в стенку, понимаете? То есть я могу идти тупо, идти заснуть и идти провалиться в какую-нибудь яму. Здесь ям полно. Это насчет сна. Кто не верит, проверьте, в общем. Попробуйте не спать. Потом напишите, какой будет ваш результат. Не знаю, мне кажется, правильно принял решение, что решил пойти дальше, пока ноги несут. Я уже устал ужасно. Вот реально сейчас не жалуюсь, говорю прям как есть. Прям было бы здесь хорошее место. Под палатку я встал бы, и все. Устал. Много прошел. Сейчас давайте так, строкой пойдет. Не считал, но вот строкой сейчас пойдет прям. Сколько на этот момент я прошел километр, с каким подъемом, с каким набором или сбросом высоты. Вот. Ни одной живой души я не встретил, ни одного туриста. Почему-то. Кроме 7 мотоциклистов, 3 квадроциклистов, в общем, которые тут шумели, навоняли этим бензином. Вот. Ни одного пешего туриста нет. Может быть, они где-то скопились в другом конце маршрута, и потом я начну их встречать резко. Может быть так? Не знаю. Странно, для майских праздников, но очень реально странно. Так, все, запиваем водичкой, мажемся кремом и вперед. Как я еще тут не сдох на этой дороге, я не понимаю. Вот, мне осталось 800 метров до отметки баня на реке. Спуск туда и баня написано. Конечно, я не жду там бани, пива и воблу, чтобы там все было. Но, как минимум, там какое-то, место должно быть, какая-то площадка хотя бы. Баню, наверное, снесли там давно, сожгли. Вот, надеюсь, никуда я не пойду от того места, где баня написано. Потому что все уже. Я иду, знаете, сколько? Так, вышел в 3. 9 часов и 17 минут я иду. Урочище Кунские поляны. Мы подходим.
на том конце урочища уже поворот на бане. И покажу, значит, здесь у нас цветет алыча или что это? Цветет, в общем, красиво. И наверху уже скалы. Походу где-то там уже мы будем завтра. Вот на тех верхах. Снега мало, только смотрите в расщелинах снег. Все макушки там, значит, сколько тут 1000 сейчас, там 2000. В общем, все горы, это самое, уже сухие. В общем, так, там навес, это самый крас стоит, какой-то самый бортовой, какое-то каменное, я не знаю, убежище, все каких-то старых построек. И мужики сидят там, человек 8, отдыхают, там пиво, в общем, пьют. И здесь баня на самом деле есть, смотрите, натоплено, говорит, мы уже там попарились, покупались, говорит, иди парься. И там можно палатку поставить, говорит. Ну, в общем, не знаю, я здесь буду оставаться. Мужики вроде адекватные. Вот так. Кстати, баня есть на самом деле. Вот она с трубой дымит. Офигеть. Ну, в общем, пойду в баню. Я сейчас туда переправлюсь. Уже там тапки снарядил. И вперед. Правильно, что туда пришел, мне кажется. Покажу по-быстрому баню. В общем, тут натоплено. Ведро с водой. Ну, в общем, сейчас что-нибудь намешаю, помоюсь. Ну, вот так. Итак, произошло много событий с момента последнего нашего включения. Показала я баню, что она дымит, кстати, до сих пор дымит, я подбросил дров. Я сейчас пойду в нее мыться, прям по полной программе буду париться там. Там такая температура, вода горячая, холодная, все, что полагается. Трусишки постираем заодно, может, что-нибудь там еще. Ну вот, пошел к мужикам пообщаться, тут выложил кое-какие вещи, они говорят, давай кушай там, ну они тут отдыхают уже, по-моему, второй день, у них там какой-то шашлык вчерашний, там соуса, хлеба, чай налили, в общем. Я говорю, я что-то особо не лезет сейчас жестко, буду все равно суп есть. Пытались меня уговорить коньяк выпить, я говорю, не хочу сейчас по-любому, но бутылку пива заставили взять. Лежит в речке. Я взял ходыжинское пиво, вот такое. Я знаю, что оно вкусное. Мы были на море, пили его. Но одну бутылку, думаю, печень особо не посажу. К тому же давно уже не пил вообще. Так, ну это так, немножко отступление. Итак, давайте покажу, что у нас вокруг, что будет, что я сейчас намерен делать. Первое. Я поставлю палатку вот здесь. Такое ровное место я уже выложил. Вот здесь есть такие пеньки. Как бы для сидеть вечером, я сегодня посижу вечером. Сейчас время, кстати, всего 2 часа. Вот видите, тут догорает. Но я, может, даже поставлю щепочницу, возьму каких-то там углей. А может, вот небольшой костерок, мне большой не нужен. Дрова всякие есть, вон тут наколоты, щепки. В щепочницу пойдет вообще тут любые. Вот, дальше показываю. Интересно, первой ночи попал так. Ну, то все выложил, тут топчанчик. Кстати, давайте по маршруту сразу. Попалась мне карта здесь на глаза. Ребята, я сегодня прошел дофига километров. Смотрите, сейчас все покажу. У меня карта распечатана на все случаи жизни. И вторая часть, это только первая часть, смотрите. Итак, вот мы вышли в Узловом. Здесь есть отсечка километровая. 14, 17, 13... 17. Мы находимся на отсечке 23, где вот эта река, видите, в сторону. Здесь баня не обозначена, но как бы она тут есть, вот она по факту есть. И это 23 километр. Учитывая, что карта рисовалась мной, ну хоть более-менее точно, но линиями, да, на карте МИ, прошел я просто, можно смело там 15% прибавлять, ну минимум 10. Короче, прошел 25-26 километров, будем считать 26. Сейчас пойдет строкой набор высоты, что я набрал. Дофига набрал. Короче говоря, ребят, кто пойдет на Тхач? Давайте сразу эту тему тоже договорю. Вот есть дорога. Все встречаются на Фирсовой поляне. Завозят, есть заброска через Хоть и вот здесь вот Бароновы поляны, где-то здесь. Отсюда уже идут чуть-чуть. К Тхачу, вот сюда, к перевалу, да. Есть с Тайваня. Вот оттуда снизу и приходит на Фирсову поляну. С Фирсовой поляны чуть подняться и сверху заходит на Тхач. Вот это я так ходил. Сейчас я иду, смотрите, я иду отсюда, по Ходзе, да. Ну, тоже прихожу на Фирсову поляну, в любом случае, тоже поднимаюсь. Теперь скажу самую главную мысль, может быть, крамольную для кого-то. Но все вот эти вот подходы, что вот этот, что до Тайваня пешком там, да,
Что, ну, хотя с Никитина нормально, там сразу. Тоже, кстати, ну там нет заброски, или есть. Ребята, просто забрасывайтесь сразу к видовым, ну, к началу тропы, откуда виды, откуда красота вся, ну и так далее. Если у вас нет какой-то спортивной цели специальной, да, там, пройти там лишних там 20 километров, там, проверить свои там физические данные какие-то, там, по грязи и так далее. Ну, кстати, вот эта тропа, где я сегодня шел, она совсем не грязная, она чистая, слава богу. Но, как бы, это просто километраж, понимаете, я его накрутил. То есть я прошел, еще раз, 26, по 26, ну 26, наверное, точно прошел. Вот. Мог его не проходить и мог заброситься. Также можно на Бароново заброситься и можно заброситься на Тайвань. Ну, как бы, дорога будет короче. Эта схема работает со всеми, скажем так, горными массивами, наверное, России. То есть мы были на Алтае, там заброска. Ну, вместо того, чтобы там глину какую-то месить, какие-то ручьи, да, там непонятную траву 2-метровой высоты переступать, садишься там в Шишигу, едешь наверх, да, и с плато начинаешь. То есть та же самая история на Камчатке. То есть вот мы поедем в этот раз с Надюшкой, у нас будет сплав, и мы там выйдем на плато Ключевской группы вулканов, да, посмотреть. Там будет 5-6-дневная у нас такая радиалочка, ну, такая нехилая радиалочка, как отдельный поход, пешая. Вот. И то будем забрасываться, что там как бы лес какой-то, то есть там 3 километра леса, грязи, ручьев, которые, ну, просто надо идти тонуть, ну, в общем, ни о чем. А наверх забрасываешь, там начинаешь уже в свое удовольствие идти. Ну, то же самое вот с Ткачами. Это вот чисто мой совет, такой дружеский. Вот, да, забрасывайтесь какие-нибудь там Бароновые поляны, на Фирсу забрасывайтесь, там, куда хотите. Ну, в общем, идти тоже можно, но в этом нет как бы особого такого кайфа. Дальше, что самое главное. Вы знаете, я стал к алкоголю в последнее время относиться осторожно, да, я его по чуть-чуть, не так, как раньше, вот. Особенно в походах. У меня с собой есть чуть-чуть и сейчас, но я его не буду употреблять, пока в этом не будет какой-то надобности. Но бутылку ходыжинского свежего пива местного, ну это просто, ну, одну можно. Вот. Поэтому не ругайте там, не говорите, что опять алкашка или что-то в этом роде. Сейчас сделаю глоточек, расскажу еще дальше историю. Дай бог сюда никто не придет сегодня и, не знаю, побоятся, не захотят. Я буду здесь один. Ходыжинская. Рекомендую. Извините, но прям я не мог сдержать эмоций и чувств. Ребята, сегодня у меня день находок и потерь. То есть такого не было никогда. То есть сегодня день вообще необычный во многих отношениях. Первое, я потерял свой монопод. Я уже рассказывал, вот этот голубенький, с такой ручкой. Он легкий, оказалось. У меня все время мерещатся звуки и голоса на реке. И сегодня будет мерещиться тоже всю ночь. Хотя я буду спать, как убитый, наверное. Монопод выдвигался на 1,20 метра, очень удобный. Держал мою тяжелющую камеру, не ломался. То есть я его одну, вторую Камчатку, все Кавказы. Очень жаль. Короче, потерял. Все, безвозвратно. Не знаю, где потерял, не стал бы даже возвращаться. Буду искать новый. Дальше я иду и смотрю, лежит такая штука на дороге. Ну, чуть проржавела, но работает, смотрите. Вот такая. Сейчас покажу, чтобы было видно. Ну, такие типа ножницы. Не знаю, зачем это. Что резать? Леску резать. Я попробовал, и прям режет она нитки, все режет. Вот так видно. То есть такая штука. Ну, я не знаю, я подобрал. Зачем надо? Ну, пусть будет. Вот, ножницы у меня есть, но пусть будет. Дальше я нахожу перчатку. У меня нет перчаток. Думаю, рабочие перчатки. Паша, может быть, завтра мы с ним встречаемся. Может, мне принесет перчатки, может, не принесет. Он обещал, правда. Такая хорошая, мощная на мою лапу перчатка. Я ее тряхнул, уронил. И опять потерял ее. В общем, нашел и потерял. А, что еще? Овощи. Ребята, ну с костром, конечно, оставлен. Это кошмар. Овощи. Свежайшая редиска. Там еще чеснок. Чеснок пахнет. Видимо, только с рынка. Тут еще укропчик и лучок зеленый. В общем, те гады, которые оставили костер в лесу на сухой листве, вот, пришлось тушить, они оставили овощи. Ну, за что им спасибо. Кстати, зачем выкинули, могли домой забрать.
Вот, ну, в общем, такой день. И давайте покажу все вокруг, что у меня здесь. Итак, я уже показал, там палатка, здесь делаю костер. Здесь река ходит, течет у меня. Вот, и переходишь по щиколотку, я в тапочках перехожу. Вот, здесь навес, смотрите. Там у меня все шмотки выложил, сейчас буду с ними разбираться, перепаковывать, потому что все лежит неудобно. Труба дымит, я подбросил дрова. И теперь самое главное, самое важное, самое главное. Пойду сейчас париться в баню. Понимаете, я шел и думаю, ну, я вслух рассуждал, вы слышали. Баня, ну, там это не может быть баня коммерческая, не может быть чья-то, тут как бы земля же ничья. Наверное, какая-то баня была раньше. Вот, смотрите. Там камни, каменка, в общем. Здесь жарко. Ой, как хорошо, надо еще подкинуть. Ой, как хорошо здесь. Ну, градусов 70 надо закрыть. Вот здесь я набрал холодной воды, там горячая, здесь горячая. Ну, в общем, будем париться. Елками все устлано. То есть реальная, ребята, реальная баня. То есть я сейчас буду мыться, просто париться, кайфовать, и ноги будут отходить после 26 километров моих похождений. Ну вот, все показал. Так, пивка надо еще глотнуть. Ну, сейчас буду вещи разбирать. Печка в бане топится. Вещи я разложил. И вот что хочу показать. Ну, во-первых, дождь начался. Неожиданно. Но этого стоило ожидать, потому что такая духота была и жара. И вот что хочу сказать, ребята. Я только-только поставил палатку. Я ее натянул, растянул, задул, положил так коврик, положил так спальник, закрыл все, и начался дождь. Ну, это ли не везение? Ну, или, может быть, просто совпадение. Надо, кстати, пару таких чурочек. Я уже понял, что я костер жечь не буду там. Я здесь буду щепочницу из щепочек, маленький огонечек, и буду спокойно готовить под навесом. У нас металлический навес. Пойду принесу вот эти чурки, пока не промокли. Смотрите, для щепочницы я собираю вот такие вот, что под ногами валяется. Для розжига. Вот эти мелкие. Это для начала. В принципе, есть таблетка сухого горючего, но можно ее сэкономить, на мокрую погоду поставить и прям так зажечь. Либо небольшой кусок салфетки. Тоже хорошо разжигает. Вот такие. Да, кстати, мы готовим суп. Сейчас буду показывать все. Опять пошел дождь, поэтому я прервал, убрал под крышу вот такие щепки, вот, которые рубили там бук, что-то дуб рубили, в общем. Я их просто подкидываю и сейчас ставим воду сюда на щепочницу. Закипела вода у нас, и сегодня у нас будет суп харчо, это белорусский, литский. Добавлю бульонный кубик для сочности, и там зелень у меня какая-то. В общем, все сюда закидаю и будем варить до готовности. Ну, к этому у меня будет здесь черный хлебушек с салом. Сало очень вкусное. Вот такой комплект. Вечером, может, приготовим второе какое-нибудь, я буду думать. То есть сейчас я первое съем, пойду. Так, кстати, надо закидывать, давайте потом поговорим.
Сижу, греюсь в бане. Это то, чего я меньше всего мог здесь ожидать. Ну, не 110 градусов, конечно, но где-то 75-80 есть, и это прикольно. Кстати, может быть, поддать. Попробовать сейчас. Буду делать макароны. Покажу тебя. Вот пришел Николай. Николай, ты откуда? Дай привет. У меня канал на ютубе Дмитрий Куш. Ну, и походный канал. Да. Просто скажи привет там, я не знаю, Всё, там, я понял. там, друзьям. Все. Только подошел Николай. Привет, всем привет. Уже у меня мой поход заканчивается. А мой начинается. А ваш И вот так вот мы встретились. Откуда сам? А? Сам откуда? Сам я с Псибая. Отлично, Псибай это прям тут. Это прям не туда. Прям туда. Туда, да. Туда, да. Вот, Николай, привет. Ну, мы сегодня будем рядом ночевать. Вот как-то так. Ну, То есть здорово. Николай уже на Псибай ставится, а я вот тут решил макаронцев себе на ужин. Сейчас буду это самое, с сухим мясом, бодяжить с сухими овощами. Тут у меня есть и помыл, тут и свежие овощи нашел на дороге. Ну, в общем, сегодня все покажу. Так, народ, я сделал макароны, не всю воду слил, немножко томат добавил, мясо сушеное и овощи сушеные. Получилось дофига, но тут Николай тут уже это самое присоединился, мы сейчас это будем употреблять. Ну, вот такая вкусная еда. Кстати, не пробовал на соль. Надо досолить. Реально мало соли, сейчас солим. Вот. Томатная паста очень в тему. Что я хочу сказать. Ну, вот так вот, как-то так. Ага. Так, ребята, у нас чаек. Мы тут с Николаем поели макарон, кстати, даже так и не показали. Пресновато, да, были чуть-чуть? Очень хороший, мне понравилось. Зато с мясом и с овощами. Я бы добавил там немножко перчику, чуть-чуть больше. Ну, уже, я тоже и съел так. Чай у нас будет. У меня печенье к чаю на вечер, мед. Всегда разные, у меня 2 меда разных. Я вот и 2 пакетика я пью. Ну, я просто показываю моим дорогим подписчикам, чтобы знали. Сидим с Колей, пьем чай. Байки траем, там всякие походные. Карту уже рассмотрели. Коля был, кстати, на том маршруте, на который сейчас я иду. У него последний день. Вот у меня первый заканчивается, у него последний заканчивается, предпоследний. Групп, говорит, там много. 4 только встретил, да? Да. Но это немного. Вообще ходят толпами. Говорят, знаешь, вот перевал Тхачинский я видел. И видел картинки такие, видео на ютубе. Ага. Там прям стоит, там все в палатках. Знаешь, там 5-6 групп только на перевале Тхачинский. Обалдеть. Там они скопились, и у них там, ну, у кого-то радиалки на Тхач, у кого-то там они уходят вниз, кто-то наверх уходит. А это такой, знаешь, перевалочный такой как бы центр. Вот, я видел такое вообще, то есть там много палаток, и становится шумно прям нереально. Народ там тусит, в общем, вот так. Если когда ты был там не так, то это еще нормально, терпимо. Не, я был там, вообще никого не было, скажем О. так. Может, не дошли еще? Это какое было число-то? Да будешь. Сейчас 28 заканчивается. Это они еще просто не доехали, потому что праздник только начались. Наверное, потому что вот... 27 еще рабочий день. Наверное. Из-за этого. Сейчас только первые приехали, вот завтра, послезавтра я как раз попаду на самый такой вот, этот самый пик. Пик. Угу. На час пик. Время, дорогие мои друзья, 21:38. Николай пошел спать, попили мы чайку, поболтали о том, о сём, о походах. На каких силах я сейчас сидел, я не знаю. Спал я всего 1:15 да, за эти сутки. Поэтому я тоже сейчас справляюсь спать. Я думаю, без задних ног буду дрыхнуть, я не знаю, часов 12, мне кажется. Вот. Кстати, температура 20,5.
Вообще отлично. Ну, упадет там до 15. Тепло. Тепло здесь. Завтра, наверное, будет жара. Если ничего не изменится, а не изменится. По прогнозам, насколько я помню. Ну, что хочу сказать. Сегодня пройдено много. По-моему, у меня рекорд по дневному переходу. 26 километров. Это рекорд у меня. Нет, ходил я и больше. Ходил 30 по пустыне. Но это было по прямой. Да. Здесь пересеченка с набором высоты, со сбросами, броды и так далее. Это 26 для меня, по-моему, рекордный день. Много прошел. Завтра на расслабоне, спокойно, совершенно не торопясь, мы с вами полезем на Княжескую поляну. Спокойной ночи. Хочу сказать, оставайтесь на канале. Первый день был очень насыщенный, как вы видите, очень интересный. И думаю, остальные дни будут не менее интересные и не менее насыщенные. Спокойной ночи, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. Пока. Фирсова поляна. Мы на нее вышли с востока. В этот раз с нами в крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквальных метров до 25 метров в секунду. Первая панорамная точка, площадка на нашем пути, на нашем маршруте. Это стоянка около карстового колодца. Вышел на Княжескую поляну. Дождь закончился. Пока одевался, спрятал рюкзак, и дождь закончился. Готовится мой борщец. Пакетик очень вкусный. Ребята, короче, началось. В колхозе утро. Ощущаете? Ходит Паша на ткач. Вот его силуэт. Теряется в тумане. Блин, шел вверх. Думал, сейчас будет по локоть, здесь вон что. Еще вверх. Тучу сдуло. И вот осталось до хребта. До вершины хребта. Совсем чуть-чуть. И смотрите, там голубое небо, как я и хотел, как я обещал и видел. Так, привет всем. Мы пошли на вершину горы Большой Ткач. 1 мая, 24 погода супер. Спуск у меня. Здесь достаточно крутой, я вот не помню, что так было. Ну да, вполне вероятно. Перевал Ткачинский обозначен кучей мусора. Разник. Народ, вода. Чистая, чистейшая вода, ребята.